Значит, еще раз добрый день, дорогие участники нашего замечательного светличного праздника, который у нас периодически организуем. Рад вас всех видеть. Если кто-то может перевести что-то Оскару, я думаю, можно прямо в чате ему что-нибудь писать. Он будет тогда больше понимать, кто может ему на испанском или на английском. Вот, а можно включить микрофон и параллельно что-нибудь говорить. То, что я буду пытаться переводить. Если есть у кого навыки в английском или в испанском, такие, чтобы можно было сходу переводить. Опять же, мы говорим о возможности изменений. Да, то есть вот мы говорили о конструировании тела. У нас там как бы тема такая, о которой мы говорим. Да, то есть, но тело у нас что такое тело? Да, то есть это вот нечто, что мы получили в результате не нашей деятельности, но мы этим пользуемся. Ну, как бы вот взяли в аренду. Но раз мы взяли в аренду вот свое собственное тело, да, то есть тогда, с одной стороны, мы должны его, за ним ухаживать по-человечески, то есть нормально к нему относиться, как к чему-то дорогому и любимому, с одной стороны. А с другой стороны, какую-то арендную плату, наверное, платить за вот это дело. То есть если мы что-то арендовали, хорошо бы все-таки, чтобы мы какой-то взнос личного участия, да, какой-то был вот в качестве благодарности за то, что у нас вот есть возможность этого тела и есть возможность есть этим телом. Раз у нас такая вот естественная возможности предъявляются, то интересно было бы разобраться, да, то есть откуда они проистекают и почему нам что-то можно в этом процессе поменять. И что можно поменять, да, то есть, ну, есть такое понятие эволюция. И вот мы в каком-то процессе эволюции находимся, в биологической эволюции, в технологической эволюции, то есть как бы в этих процессах мы принимаем участие. И в этих процессах технологической эволюции и эволюции той, которой мы все погружены, как бы биологической, есть как бы вот мы делаем различные технологии, устройства и так далее, да, то есть и вот есть одна из классификаций таких, сейчас я покажу, вернее расскажу. Есть такой ученый Пьер де Латиль, и он такой вот сделал классификацию эффекторов, то есть тех устройств, которые применяются для того, чтобы что-то изменить в этом мире. Да, то есть, ну, есть простые устройства, которые, ну, вот они есть, и они, как-то мы их используем. Ну, различные для информации сбора, например, да, или как орудие труда, там, и так далее, да, то есть, но они не меняются во времени, и они не имеют обратной связи. Это вот первый класс таких вот устройств сделал. Второй класс – это те, которые могут изменяться. Да, то есть есть обратная связь. Обратная связь, и может изменяться само устройство. Да, то есть, ну, настраиваться, например, собирать информацию и имеет обратную связь, что-то изменять в этом плане. Так вот, значит, ко второй системе вот с обратной связью, да, то есть, ну, например, есть, например, датчик пожаротушения, да, то есть он снимает информацию и включает систему пожаротушения, например, да, вот она есть обратная связь, по которой мы можем включаться. Но к этой вот системе вот второго класса, как бы сам человек тоже относится, он тоже может изменяться, да, то есть имеет обратные связи и тем самым самоорганизовываться. То есть все самоорганизующие системы тоже к этому второму классу относятся. То есть это мы как бы вот немножко в системный анализ залазим, потому что нам надо разобраться, собственно говоря, зачем нам менять что-либо и можно ли вообще это что-то изменить. Вот. И третий класс это системы, которые могут менять сами себя. Ну, например, вещество, из которого они состоят. То есть, ну, что-то добавлять в себя и что-то убирать. Ну, и вроде как по этой классификации человек туда не относится. Но относится, например, весь вид биологический. Да? То есть он меняется, постепенно меняются вот живые существа. То есть как вид биологический человечества может вот изменяться. Но может ли изменяться отдельный человек вот в рамках
этого вида. Да? То есть вот тут возникает вопрос, что вроде бы как по этой классификации не может. Но мы говорим, что вот есть такая возможность участвовать в эксперт-операторных взаимодействиях. Есть эксперты, есть операторы, и эти эксперты и операторы могут взаимодействовать, и в результате этого создается что-то новое, чего еще не было. Но на самом деле это новое становится доступно и участникам, и экспертам, и операторам, как вот это создание нового времени жизни. Потому что вот эта классификация, которая рассматривается, да, она рассматривает как бы наш материальный мир. Потому что третий класс объектов – это эволюционирующие системы. На самом деле могут быть и космические системы, потому что они могут изменять материю, в которой они находятся. Ну, например, звезды. Да, то есть это тоже могут быть изменяющиеся системы. То в этих системах нам было бы интересно, чтобы мы могли менять еще самих себя. И вот у нас в прошлый раз, вот, например, Наташа Зайцева прописывала информацию про то, что при на прошлом вебинаре происходило изменение в продолговатом мозге. Но вот если кто заинтересовался, он мог бы посмотреть, например, в Гугле, за что отвечает продолговатый мозг. И оказывается, он отвечает за тело, за все системы, за все органы, которые у нас есть. И тем самым мы вот видим, что на самом деле мы начинаем влиять на наше тело через обратную связь, когда мы взаимодействуем через вот нашу систему вебинара. То есть, казалось бы, мы что тут посидели, чего-то там попридумывали, вот, а тем не менее изменения происходят. Почему? Ну, потому что вот эта технология эксперт-операторных отношений, которую Борис Евгеньевич разработал, она как раз лежит в основе всего живого, и тем самым вот это как раз эксперт-операторное взаимодействие на уровне биологических объектов позволяет изменять нам этот мир. Почему? Ну, потому что мир, в котором мы находимся, да, трехмерное пространство и плюс еще время, с точки зрения описания, это только часть этого мира. Да, то есть, а есть еще вот этот мир структур, с которым мы тоже можем взаимодействовать. И мы можем оттуда, из этого мира структур, притягивать структуры, которые еще, например, в этом мире не реализованы. Да, то есть и тем самым изменять этот мир и изменять самих себя. Ну, это как бы такая простая. Потому что мир, в котором мы живем, он как бы вот трехмерность – это не предел. Да, то есть есть большее измерение. А мы взаимодействуем с системами, у которых больше измерения. Мы можем как-то вот увидеть, что да, это такие системы существуют. Как бы есть такие доказательства? Кто-нибудь может на эту тему сказать? Вот как бы вот где мы можем увидеть, что мерность на самом мира больше, чем то, что мы можем непосредственно наблюдать. Да? Вот 3 координаты плюс время, как бы вроде бы и все. Кто-нибудь имеет на этот счет какое-нибудь мнение? Ну, мне просто интересно. Вот мы как бы на самом деле много говорим о многомерности, да, то есть как бы и вот и Борис Евгеньевич об этом говорил. В каких-то явлениях, которые нас окружают, мы можем увидеть явления, которые действительно выходят за пределы померности нашего мира. Ну вот об этом на самом деле думают люди достаточно давно, потому что вот еще на заре 20 века такой был исследователь Успенский. Он, скажем, с Гурджиевым много работал. И вот он как раз в его трудах, вот эта мысль звучала, что мир более многомерный. И вот он рассматривал такую модель, что вот если бы нам какой-то более многомерный объект, ну, проходит через наш трехмерный мир, как мы увидим, что он больше имеет мерности? Но для этого мы воспользуемся вот моделью плоского мира. Да? То есть вот у нас есть плоскость, и через эту плоскость проходит какой-то вот трехмерный объект. Что мы увидим? Да, то есть, ну, допустим, мы говорим, вот арбуз. Арбуз проходит через плоскость, вот, а мы в этой плоскости можем только наблюдать, что происходит. И мы увидим, что какая-то точка появилась, потом бах, она растет, растет, растет. И там внутри чего-то там меняется, какие-то появляются объекты, они изменяются постоянно, то вот такие, то маленькие, то большие.
Вот. А потом через некоторое время этот объект начинает сворачиваться и исчезает из этого мира. Ну, как бы вот его время жизни вот в этом двухмерном мире исчезло. Но на самом деле объект остался, да, то есть арбуз он где-то там большой также и есть, пока его никто-то не соизволит съесть. То есть мы видим, что вот рост, да, потом как бы исчезновение из этой реальности, это и как раз проявление каких-то явлений, лежащих за пределами нашей реальности. Поэтому живые объекты, они как раз это видно, что они существуют вне нашей реальности, частично. Да? То есть, потому что они какие-то сначала очень маленькие, ну там яйцеклетка, ее не видно даже, можно сказать, почти невооруженным глазом, а из нее вдруг начинает вырастать и вот такой вот, получается, большой организм, человек, а потом этот человек вдруг вот начинает как-то действовать в этом мире, но потом когда-то и из этого мира уходит. Но что-то в этом мире есть, в этом человеке, что на самом деле не принадлежит этому миру. Оно где-то больше по мерности находится. Вот, поэтому на самом деле любой живой объект, он как бы выходит за пределы. То есть мы там делали сложные математические модели, то есть об этом описывали, где-то у нас даже это было опубликовано в какой-то щебенке или даже не одной, по поводу ДНК, структуры ДНК и мерности времени. Если кому интересно, может почитать. Наташу Кононенко запросите, она вам пришлет. Вот, поэтому мы видим, что мы живем вот в таком вот многомерном мире, и поэтому мы сами можем менять и этот мир, и сами себя, потому что в нас есть компонента, вот эта вот структурная часть, которая лежит за пределами этого мира, и мы с ним можем взаимодействовать. Но как мы можем взаимодействовать? Нам очень сложно, когда мы это делаем изнутри себя. Но гораздо проще, когда у нас есть другой человек, да, то есть, или несколько человек. Потому что сложность в системах, она зависит от количества подсистем и связи между ними. Ну, такое вот определение дал в свое время Цимбал, понятию сложности. И на самом деле почти такое же понятие сложности лежит в основе теории физических структур. Да? То есть, когда там рассматривается структура, то там есть некие элементы, два множества, и между ними есть, между каждыми элементами есть некие связи. И вот количество этих элементов и количество связей задает нам ранг структуры или мерность этой структуры. Поэтому мы можем как менять эту мерность? Да? То есть мы можем моделировать. У нас есть вот наше человеческое тело, с помощью которого мы можем создавать некие модели, имитационные модели. Можем всегда, чем наука занимается, да? То есть занимается тем, что моделирует одни процессы другими процессами. Ну, например, да, вот цепные реакции можно изучать, изучая рост бактерий. Более сложная система может смоделировать более простую систему. Да? То есть, например, есть химические реакции, которые приводят к взрыву, если они неконтролируемые. Ну, например, реакция образования тетраэтилсвинца. В свое время мне дед рассказывал, что чуть не попал под расстрел из-за этой самой реакции. Он в это время работал на химическом заводе во время войны, в который поставили реактор. Он был начальником отдела технической безопасности. И надо его смонтировали новый реактор, а там реакция идет как раз по принципу цепной реакции. А торможением является масло. Обычное моторное масло машинное, которое является системой торможения этой реакции. И по регламенту записано, что должен быть недельный запас этого масла, то, что он расходуется в процессе этом, да, то есть этот недельный запас должен быть для того, чтобы можно было реактор запускать. А у них только на 3 дня было. То есть, ну, не подвезли. Война, туда-сюда, то есть сложности с доставкой. Ну, вот. Это где-то на каком-то заводе, по-моему, под Нижним Новгородом, по-моему, какой-то завод это был. Вот. А деду говорят, ты же начальник техники безопасности, тебе надо подписать, что вот все готово, надо принять и запускать. Он говорит, не подпишу, потому что вот нет, по регламенту должно быть, а этого нет. Значит, я не буду подписывать, пока регламент не будет выполнен. Она говорит, так, саботаж, тут фронту нужны бензин,
Это ж свинец, он добавка в бензин, чтобы он октановое число повышать. Вот. Значит, снимают его с этой должности. Вот. И другого ставит человека, тот подписывает бумаги, и через 3 дня реактор взрывается. Ну, потому что так и не подвезли это масло. Вот. И говорит, где-то, если бы я подписал, то, говорит, точно бы расстреляли. Вот. Ну вот, того как бы человека тоже не расстреляли, потому что он, ну как бы вот новый человек, еще чего-то там не знал. Так вот, если мы моделируем какие-то объекты очень, ну как бы опасные, да, то есть мы можем смоделировать это где-то на какой-то другой системе, более сложной, на которой мы можем увидеть результаты этого моделирования, да, то есть как бы провести какие-то вот как бы некое создать условное пространство, да, где мы можем увидеть результаты вот этого моделирования и понять, как процесс идет. Туда, куда нам надо, или не туда. Поэтому мы вот с чем мы занимаемся на нашем вебинаре, мы моделируем. Моделируем какие-то системы. Чем? С вот этими световыми потоками, которые у нас здесь идут. И поэтому ставить задачи можно самые разные. Можно какие-то там из бизнеса задачи, можно ставить задачи отношений, можно ставить задачи здоровья. И все они могут как-то потихонечку решаться в результате того, что мы организуем вместе с вами вот такого рода взаимодействия световые. И можем, соединяя вот наши света, какие-то общие композиционные поля, формировать решение тех или иных задач как некие структуры, которые будут проявляться сначала вот в нашем взаимодействии, а в дальнейшем, если это необходимо, они могут начать проявляться в вашей жизни. Поэтому есть как бы вот видимая часть, которую мы наблюдаем, когда мы с вами взаимодействуем, которую мы можем проанализировать наши системы органов чувств. Есть невидимая, да, то есть которую можно увидеть, ну, как бы вот неким другим взором внутренним. Если он прокачан, если мы можем из биоинтернета получать какую-то информацию, ее прописывать, ее как-то анализировать. Да, то есть, но можно еще видеть по экспертом, да, то есть эксперт, он что? Он является системой отображения, то есть он как раз проявляет что? Нашу реальность, то есть он является моделью нашей реальности. А оператор – это модель мира структур. Вот на их отношениях мы можем видеть, как мир структур и мир реальный взаимодействует и делать выводы. Туда мы идем, правильно мы движемся, верной дорогой идете, товарищи, или есть возможность что-то скорректировать, да, то есть добавить какие-то новые элементы, какие-то структуры, и тем самым получить новые результаты. Поэтому чем мы занимаемся? Да? Мы занимаемся вот этим имитационным моделированием, с одной стороны, а с другой стороны конструированием. То есть что мы говорим? Вот есть тело человека. Мы говорим, в этом теле, да, надо, чтобы был еще и здоровый дух. Ну, потому что хорошо бы, чтобы это было, как там наши далекие предки говорили, что хорошо бы, что в здоровом теле был здоровый дух. Но не факт. Тело может быть здоровым, а дух там может быть гнильцой. И это неизбежно проявится в жизни человека, потому что он делает какие-то ошибки, нарабатывает какую-то отрицательную карму, и тем самым потомкам достается что-то, с чем надо дальше справляться. Но вот если мы говорим, что у нас есть вот некая такая арендная плата, которую нам надо вносить в этот мир, то что это может быть? Да, то есть если мы получили вот наше тело, любимое, такое дорогое, то как мы можем благодарить этот мир за то, что мы тут в этом присутствуем, в этом мире, да, то есть значит, присутствие нас в этом мире подразумевает некую деятельность. Значит, мы что-то действуем, какие-то делаем дела и получаем какую-то обратную связь. Ну так вот, обратная связь, которую мы делаем, это связь нас, опять же, через этот мир структур, с этим миром и внесение в этот мир чего-то нового, чего тут еще не было. Да? То есть план творения, который разворачивается вот в этом мире, он же еще продолжается, как говорил Фома Аквинский, да? То есть мир продолжает развиваться, строиться, и мы своим действием можем туда что-то привнести такое, чтобы от этого мира стало лучше. Чтобы не просто нам стало хорошо, а нам и так хорошо, потому что мы проснулись, слава Богу. Значит, есть возможность в этом мире еще что-то сделать.
А вот что в этом мире можно сделать такого, чтобы этому миру стало лучше? Да? То есть, значит, надо что-то сотворить, то есть что-то в этот мир привнести такое, чтобы этому миру было полезно. Поэтому мы можем задачи этого мира, ну, откуда взять, если мы не знаем. Да? То есть попробовать это из будущего. Вот если оно же где-то будет, это будущее, и мы к этому будущему куда-то движемся. Поэтому у нас сегодня задача, да, вот из этого будущего притянуть к себе некие структуры, которые бы нам обеспечили это будущее. Потому что если будущего нету, да, то есть мы вот идем, делаем, идем по какой-то дороге, а там яма. Свалился в яму, все, дорога кончилась, ты уже никуда не идешь. Поэтому, если мы куда-то движемся в какое-то будущее, нам надо, чтобы это будущее было. Значит, мы должны хотя с этим будущим быть связаны, чтобы эта дорога не заканчивалась, чтобы мы могли пройти в это будущее спокойно. Поэтому вот та работа, которую мы сегодня будем делать, это мы будем делать, прокладывать дорогу в будущее, в которое мы хотим попасть. Не только мы, да, то есть наши потомки, там, может, еще что-то, то есть чтобы мы могли в это будущее проложить уже тропиночку. Ну, пока на структурном уровне, но чтобы эти структуры уже были там заложены, и когда мы там окажемся, они нам уже могли бы пригодиться для нашей деятельности. Поэтому у нас как бы вроде как простая задача, то есть позавтракать. Но она вот имеет как бы вот такую подоплеку достаточно ответственную. Поэтому у нас такой ответственный завтрак. Поэтому надо, чтобы он прошел весело и желательно приятно. Вот. Поэтому, ну, давайте познакомимся с меню. У кого есть возможность рассказать про ту еду, которую удалось приготовить. Есть что-нибудь такое у нас вкусненькое? Будущее. Где у нас еда будущего? Ну, давайте, Тамара, включайтесь. Что у нас? Значит, мы сделали теплый салат из лапши, которая сделана из зеленых бобов. Называется фунчоза. Значит, она отваривается, эта лапша из зеленых бобов. Потом отвариваются креветки, мидии. Все это смешивается. Добавляются фисташковые орехи и немножко оливковое масло. Это вот такой салат. На второе мы сделали запеченная черноморская рыба пеленгас. Это свежая рыба, но она запеченная с фруктами, с грушами и с яблоками. Отлично. Отлично. Ну, конечно, у нас всегда у нас на такой столе обильный завтрак, как бы получается. Да, то есть да, мы как второй завтрак. будем дегустацию сейчас делать. Так, отлично. Кто еще что у нас приготовил? Ну вот я не присутствовала на том семинаре, да, но я прочитала в чате, что нужно приготовить блюдо. И вот ну, у меня было блюдо, как я его назвала, такое радужный дракон или что-то такое. Ну, я брала просто овощи, вега такой дракон, овощи разных цветов. Ну, там, например, морковь, свекла, картофель, фасоль, вот эти бобы, стручки зеленые, ну там разнообразие по цвету. Ну и все это приготовила, протушила, как бы в собственном соку. Такое оно у меня было в духовке, запеченное, и пропиталось, все я себе пропитала там. И когда я его кушала, по вкусу там было сочетание разных вкусов. Сладость тут это присутствовала такая, живая, и немножко кислоты, ну, то есть овощ обладает разнообразным вкусом, и несмотря на то, что все это перетушилось там все вместе, все-таки вот различия вкусов, различия вот каждого овоща чувствуются. И к тому же получился такое разнообразие цвета, там оранжевое, красное, зеленое. Ну вот, и я его назвала вот каким-то таким радужным драконом из вот таких разных цвета, вкусов. И
вот, осязание, там все такое. Замечательно. Отлично. Спасибо. Еще кто расскажет про свою еду будущего? Вот тут у нас вот Наталья Зайцева опубликовала, что у нас картошечка жареная с чесночком, перчиком, укропом, помидор, рыбка и грибочки. Ну, круто. Ксения, маринованные огурчики, яичница, зелень, укроп, петрушка, лук, сельдерей, маленький кусочек шоколада, вода теплая с медом, 2 грецких ореха и несколько миндаля. Подсолнечное масло. Да. А еще бананы у нас. Виктория. Ой, и еще блины у нас. Блины с бананами, наверное. Да, банан уже съели, блины только остались. Отлично. Блины – это здорово. Блины – это всегда будет еда будущего, потому что в будущем они всегда будут, да, то есть это такая неизменное присутствие. Вот. У меня тоже блины. Тоже блины, отлично. Вот блин, говорят обычно. С новой едой рождается и новый день. Так, отлично. Значит, у нас есть некое количество блюд. Вот. Значит, давайте вот что. У нас есть вот это вот устройство. Мы же тут не, как бы еще со светлицами работаем. Вот у нас есть вот это вот устройство. Оп, у нас закрывает свет. Чаша радости. Чаша радости – это у нас Chalice of Sunshine. Угу. Вот Оскар показывает, да, то есть он тоже использует это устройство. Значит, что мы его как будем использовать сегодня? То есть это устройство, которое нам помогает что сделать? Да? То есть убрать искажения какие-то, с одной стороны, из еды, те, которые нам не нужны. Да? То есть что привнесено было где-то на этапах переработки в этой еды, которая к нам шла, и вот пришла в виде каких-то компонентов, из которых мы вот что-то приготовили. И там может быть какой-то нежелательный свет, который мы можем убрать. Для чего нам это надо? Ну, потому что вот этот вот нежелательный свет, который привнесенный, да, то есть он нам может искажать вот эти вкусовые наши рецепторы, и мы тогда свое тело не наполняем вот этим вкусом жизни, который обязательно надо, чтобы присутствовал. Поэтому, когда вы кушаете, то есть обязательно всегда надо делать это не торопясь, чтобы вы не просто проглотили еду, да, то есть, а вы могли просканировать вот это вот как бы все компоненты, которые там есть, ощутить их, да, то есть поэтому чаша радости дает нам возможность усиления вот этого вкуса жизни, то есть когда вы его используете, да, то есть с одной стороны, а с другой стороны вы же свой свет тоже добавляете в эту еду, даже, допустим, эта еда была сделана не вами, а кем-то другим, да, то есть и вы тогда. Ну, то есть два варианта, да, то есть можно использовать. Можно взять тарелку и под тарелку или там под стакан подставить вот на чашу радости эту еду или напиток. Если вы используете трансляцию, у нас же есть возможность трансляции, то есть технология Digital, то есть вы можете тогда быть сами уже вот носителем этой структуры, если вы трансляцию, допустим, на себя делаете, да, то есть тогда просто вы руками подносите руки свои к этой еде, да, то есть как бы и сосредоточились, и вот этим своим светом пропускаете вот этот свой свет через эту еду. То есть так как там структура находится, вот эта радостная структура чаши, то есть вы как бы формируете вот эту чашу из рук, да, то есть чаша радости, она у вас в руках. И вы эту структуру подносите к еде, и там буквально там недолго держите это, просвечиваете. То есть там 10-15 секунд, и достаточно, чтобы просветить вот эту еду, и сделать ее, и стать тоже просветленным. Ну, потому что вы же потом себя введете, эту еду, то она уже станет совсем другого качества. Почему? Ну, потому что если там курица желание счастливой жизни, вы эту несчастливую жизнь будете в себя вводить, это неправильно. Да? Но мы вот таким методом, да, то есть используя структуру чаши радости, можем поменять несчастливую жизнь на счастливую. И тогда вы вводите уже счастливую жизнь этой же курицы. Почему? Она уже преобразована. Преобразована вот... То есть, поэтому что получается? Не просто день рождения, а это день преображения. Да? То есть вот новый день, мы его преобразуем через еду. То есть мы можем на каждом шагу на самом деле создавать вот эти творческие процессы и брать
их и сформировать новое будущее, да, то есть как бы подтягивая даже к той еде, которая у вас есть в настоящем. То есть через взаимодействие со структурой чаши радости вы этот свет из будущего начинаете вводить вот в эту еду для того, чтобы это будущее стало вашим настоящим, чтобы вы уже сейчас эту дорожку начали прокладывать. Потому что мы сейчас будем делать не индивидуальный процесс поглощения еды, да, то есть как бы и тестирования его, а мы его сейчас сделаем коллективно. То есть у каждого сейчас вот есть какая-то еда, кусочек взяли свой, каждый берет, да, то есть и все мы сейчас начнем ее дегустировать, да, то есть как бы все, то есть мы как бы такой оркестр сделаем общий, да, то есть одновременно все, каждый берет то, что у него есть, и начинает с одной стороны эту еду тщательно смаковать и разжевывать, и транслировать этот вкус в жизни другим, с одной стороны, а с другой стороны, да, то есть вот этот вкус жизни, который идет от других, принимать в себя. То есть мы такой как бы создаем накачку вкусовую, то есть как бы лазерная накачка, но через вот эти вот вкусовые рецепторы. Плюс не забываем про запаховый рецептор, да, то есть как бы это запах пищи, как бы мы его нюхаем ее, да, то есть и тоже транслируем. И вид, мы делаем красивую еду, да, то есть замечательно, нравится нам, как это все выглядит, мы там сервируем столик, там не просто так что-то там где-то там на газетке чего-то там нарезали и едим, да, то есть, а мы создаем некий антураж, да, то есть мы создаем красоту этой жизни и через глаза еще вот это поглощаем вот этот вот вкус жизни, да, то есть поэтому мы сейчас это пытаемся будем делать красиво и не торопясь. Но опять же, я включу музыку, да, то есть и мы под музыку начнем вот этот вот создавать оркестр вкусовых, запаховых и зрительных ощущений на, ну, музыка у нас будет уже музыкальным оператором, который нам будет добавлять уже еще и звуковые ощущения. То есть мы как бы все органы чувств будем задействовать. Для чего? Сейчас я вам проясню, почему нам это важно. Потому что мы сейчас занимаемся конструкторской деятельностью, да, то есть как бы мы сейчас формируем для себя не только как бы вот будущее как бы к нему притянуть, мы хотим, чтобы наше тело изменилось под это будущее. Потому что мы же должны прийти готовыми к этому будущему. Потому что если в будущем нам нужно что-то поменять в нашем теле, то уже надо делать это сейчас. Потому что когда придет это будущее, там уже поздно это делать. Мало ли какие там условия, мы не знаем. Но тело наше должно начать меняться. Поэтому мы сейчас занимаемся как раз чем? Изменением в своем теле. Готовим его вот к этому будущему. Чтобы это будущее для нас стало настоящим. И мы в том будущем, которое будет, мы могли тоже есть. Да, то есть, потому что сейчас у нас вот это вот как раз ментальное конструирование, это у нас, если по матрице развития посмотреть, это у нас что будет? Это у нас тело разума. Да, то есть, как бы вот мы тело разума, не только как бы тело, занимаемся телом, которое у нас есть, мы еще занимаемся телом разума. То есть у нас как бы вот есть разум, который вот как бы, ему надо сделать возможность, чтобы проявилась обладательность, да, то есть чтобы этот разум начал нас менять, с одной стороны, и мог менять себя. То есть тогда мы вот в этих коллективных отношениях можем начать делать изменения, чтобы будущее, с одной стороны, было благоприятным для нас, чтобы нам благо из этого будущего пришли, чтобы мы могли в этом будущем что-то есть, то, что нам надо, а с другой стороны, не было противоречия между телом и этим будущим. То есть конфликт интересов, чтобы не терялся. Так, ну что, давайте сейчас я заведу музыку. Сейчас мы пока ждем команды. Мы начнем это делать одновременно. Почему? Чтобы у нас синхронный оркестр получился. Чтобы мы вот это вот как бы вот такую общую композицию не размазали в пространстве. Так, секундочку. Так, ну что, все готовы? Так, ну давайте начнем. Теперь давайте мы вот что сделаем. Значит, у нас вот сейчас мы некое создали композицию вкуса запаховую, как бы вот
световую на еде будущего. Да, то есть как бы некое будущее мы проявили через еду в своей жизни. Значит, оно теперь уже как бы есть как некая структура, которую мы сформировали. А теперь давайте попробуем проявить эту структуру в движении. Да, то есть опять же мы включим музыку и подвигаемся. Ну, то есть если у нас ресторан, то значит вот у нас поели, теперь можно потанцевать. Ну, нам надо калории как-то куда-то деть, как бы нельзя же, чтобы они накапливались. Как бы. Надо вот теперь их куда-то вот проявить в движении. Теперь, то есть вот это перевести в излучение, все набранные как бы вот вкусовые ощущения, и эти излучения передать во весь мир, как бы вот, чтобы это свет этот пошел, и это будущее, оно начало проявляться уже в нашей жизни. Ну вот. Хорошо. Спасибо. Вот такое у нас завтрашнее шоу. Давайте теперь попробуем поделиться впечатлениями. Ну, у нас на самом деле 3 части всегда, да, то есть как бы первая часть у нас идет теоретическая, вторая часть у нас вот одна практическая, и третья вот у нас такая заключительная. Давайте мы по всем этим частям, какие были наблюдения, что происходило здесь в этой реальности, что происходило в других реальностях, что наблюдалось, какие возникали ощущения и состояния. Ну, что удалось воспринять, ну, то и рассказываем. Вот Наташа Зайцева тут написала тоже про нити. Я видела, как от нас шли нити, они сплетались в сети, формировалось наше будущее, в котором будет довольно много общего. У всех нас будущее, счастье, у всех одно на всех. Еще потом в чате напишет. Ну и просьба ко всем тоже подписать в чате свои впечатления, ощущения, несмотря на то, что вы что-то рассказали. Вот, и, кстати, поэтому не забывайте, что есть такое устройство, чаша радости, которое можно вот так вот дополнять вкус жизни и усиливать его при использовании этой. Ну и, соответственно, можно есть тогда меньше еды и больше пользы от той еды получать, которую вы обычно используете. Добрый день всем. Она будет вам транслировать вкус красной икры. При этом. Да. Все блюда будущего, которые сегодня были, я их вкушала действительно как аромат будущего, который есть у меня, есть у каждого из вас, есть у нашего мира, у нашей Вселенной. И хочется, чтобы аромат будущего – это аромат настоящей истины, любви, которая дана нам свыше. Чтобы мы ее все ощутили, пронесли. В общем, будущее у нас есть. И мы его будем есть. Оно потому что вкусное, оно красиво звучит, оно обаятельно пахнет. Оно тактильно, нежно, соприкасаемо, светящее различными благосостояниями. Оно, давайте еще чувства у нас какие, осознательно, красивое наше будущее. Независимо, что бы нам, откуда бы ни шло, мы знаем, будущее есть, и оно очень красивое. Так, какие еще чувства? Равновесие. Мы такие уравновешенные в этом будущем. И не только в будущем, прямо сейчас, здесь и в прошлом, и в настоящем, и в будущем. Вот именно равновесие. Идем, чувствуем, как нас ведет. Вот это наше чувство пути, наша путеводная звезда, наша, Творец, который нас создал по образу и подобию, поэтому мы творим и созидаем.
Я всех благодарю за то, что вот такие происходят у нас светличные игры. Я иногда нахожусь за кадром, но постоянно в процессе действия, в процессе слышания, видения, ощущения. Мира нам всем. Еще очень у меня большое желание, чтобы в конце концов уже все, независимо ни от чего, раз, границы открылись, мир оздоровился, каждый здоров, и мы встречаемся. Встречаемся на любых площадках. В Вильнюсе, в Тольятти, в Португалии, в Испании, в России, в Курске, в Краснодаре. В общем, ну везде, везде, везде. И на Украине, и везде. Правда? Открываем. Тик-тик-тик. Все. Довольно. Не прячься. Большое спасибо всем присутствующим за вкусный завтрак, за очень славное будущее, которое мы будем еще есть, и еще анализировать и смотреть, что же нам оно несет. А несет оно нам что-то хорошее, прекрасное, замечательное, великолепное, чудесное. То есть все хорошие слова, которые мы можем сказать про будущее, они у нас будут. И мы к этому будущему все стремимся. Надо мне заставку уже поменять. Обнимаем, целуем всех. До новых встреч. Хорошего дня, красивого дня. Такого наполненного.